А перед началом ролика хочу, чтобы ты подписался на мою студию. Да, я создаю анимационную студию, так что подпишись. Группа ВКонтакте. Да. Подписывайся. Да. А мы начинаем. Посмотрел я тут недавно аниме, что иногда мелькало в тикток-клипах. Это уже 4-й раз, когда я начинаю так смотреть аниме. В общем, история Элейны неплохо завораживает меня. По сути, это типичная схема, когда девушка, прочитав книгу про могучую путешественницу мира фэнтези, решается пойти по стопам истории. Казалось бы, но в искусстве, да и во всем, не столь важна идея, как ее реализация. Сейчас остро стоит тема всяких аниме-проходников, мол, фанатов аниме стало больше, но аниме больше как-то не стало. Ну и теперь как бы студии нагоняют и выпускают проходные тайтлы. Критерии, по которым мы оцениваем проходные и непроходные тайтлы, это вообще отдельная тема у каждого критика, но вы понимаете, ведь не у каждого тайтла будет сногсшибательный сюжет, но он будет классный за счет своей концепции и лора. Но я не логопед, чтобы вам объяснять такие истины повествования, просто чтобы между нами не было недопониманий. И вот по этой части приключения Элейны, хоть и не имеет общего конфликта, в каждой серии все равно увлекает. Мир хоть и предстает красивым и эстетичным, но в себе содержит не всегда веселые истории. Нам хоть и не дают подробностей личности Элейны, но в общем, это очень колоритный персонаж, за которым интересно наблюдать. В целом скажу, что именно этот персонаж и вывозит весь тайтл, что по части остальных персонажей, то не эпизодических мало. Второстепенные персонажи по типу девчонки, что влюблена в Элейну, или наставницы, мне понравились, хоть и не сильно раскрываются в аниме. Но я хочу выделить здесь художественную составляющую аниме. Выполнено все очень эстетично, в духе фэнтези. Вообще атмосфера фэнтези здесь передана неплохо. Это чувствуется и в саунд-дизайне, и заглавной, и эндинговой песне. Вся прелесть этого аниме не в том, что оно производит какой-то супер проработанный мир. Нет, вовсе нет. Мир и сама вселенная аниме проста как мир. Тут дело в его безмятежности и в простоте. Разумеется, простоте относительно других аниме и мультсериалов похожего жанра. Отчасти, потому что само содержание некоторых серий весьма не детское. В общем, как-то так. Это крепкий пример того, как создать крепкую историю без всяких сюжетных твистов и глобальных битв и боссов. Произведение, к которому ты хочешь возвращаться и возвращаться. Кстати, у аниме анонсирован уже 2-й сезон. Но вообще, так-то у аниме есть первоисточник. Неожиданно, да? В виде ранобэ. Выпускайте, блин, мой мем в кадр, который я вынашивал целое десятилетие. А в моем паблике его никто не лайкнул. И подписаться и лайк поставить не забудьте. Спасибо. Wandering Witch of the Journey of Elena. Ранобэ, написанное Дизёги Сираиси с иллюстрациями Azure. SB Creative опубликовали 10 томов с 14 апреля 2016 года под своим импринтом GA Novel. История была адаптирована в виде манги с иллюстрациями Ицуки Нанао, что выходит в цифровом журнале Manga Up, издательства Square Enix с 2018 года. Позже она была выпущена в виде одного тома. Со 2 октября по 18 декабря 2020 года проводилась премьерная трансляция аниме-сериала, созданного студией C2C. Вот бы в России такую скорость выпуска, а? За 3 года подняться от ранобэ до аниме-адаптации. А вы до сих пор выпускаетесь на авторском комиксе в надежде на славу. Ладно. Впечатленная историями о Нике, ведьме, которая путешествовала по миру, Элейна стремится повторить ее путь. Ее решение и стремление к становлению ведьмы помогает стать самой юной ученицей, которая успешно сдала магический экзамен. Однако, при попытке Элейны найти ведьму, которая продолжит обучать ее и выдаст звание ведьмы, она получает постоянные отказы из-за ее необыкновенного таланта. По итогу она находит ведьму звездной пыли, Френ, что принимает Элейну в ученики. После получения титула ведьмы пепла, Элейна начинает ее захватывающее приключение по миру. По пути она посещает различные места и знакомится с большим количеством людей. Ранобэ, да и мангу я не читал, но когда-нибудь прочту. Короче, я рекомендую это аниме и это произведение. Это то, что нужно посмотреть. И я думаю, вы не останетесь равнодушными. Вот как-то так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забываем вступать в группу. Да, и хочу еще раз уточнить, что я решил объявить на своем канале сезон аниме. Ну, то есть теперь, ко всему прочему, я рассказываю и об аниме тоже. Ведь я начинающий ютубер. Ладно,
удачи. Еще увидимся.